Вот, ну все, мы выезжаем. Я, мама, отвезем сейчас Малик с водителем. Малик. Дэнни идет в школу. Грузились в машину водителя. Сейчас едем. Отвозить Малик сначала. Вот тут детишки тоже сидят. Потом в суд. I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you. Хотела сказать, что мы вчера ездили в суд. По поводу суда расскажу отдельно в следующем видео. Просто хотела рассказать о таком наблюдении. Когда мы вчера... Нас предложил в суд отвезти водитель Малик, который отвозит ее каждый день. В принципе, мне это удобно. То есть сначала завезли детей в школу, а потом поехали в суд. Но самое интересное, что мы ездили с мамой с моей. Самое интересное, что когда мы приехали в школу, я не стала из машины выходить, потому что я была без хиджаба. Вот, а школа исламская, я там появляюсь обычно с покрытой головой, поэтому я осталась сидеть в машине. Вот, и я до этого виделась уже на прошлой неделе, просто я видео не выпускала на эту тему. Но мы с ней виделись, встречались в школе, я в школу подъезжала. Вот, я об этом не рассказала, но дело не в том. И мама вышла из машины, как раз когда подъехали к школе, и подошла вот туда к забору, чтобы проводить Малика и чтобы поздороваться с Ией. Самое интересное, что Ия даже не подошла. Она видела маму, бабушку свою, она даже не подошла. Неприятное, конечно, было. Я как-то сначала не отдала этому, то есть как бы не сконцентрировала на этом внимание. А потом уже, конечно, когда после того, как мы съездили в суд, и вообще как бы сегодня утром, когда уже проснулась, у меня было, конечно, такое неприятное ощущение. Маме, конечно, тоже было очень неприятно. Вот, она, конечно, ничего не сказала, так как бы, сказала, но вскользь. Но я понимаю, что ей, конечно, очень неприятно. Я понимаю, сейчас многие любительницы жесткача начнут говорить «сама виновата». Но, вы знаете, у нас в России, по крайней мере, есть такие вещи, как бы, я не знаю, бабушка, я не знаю, это у нас святое. Как бы, у нас никто не приучает, что бабушка это мама, и что дедушка это папа. У нас есть какие-то определенные вещи, как бы святое, как бы. Поэтому очень неприятно. Нет, я понимаю, что сейчас многие из вас начнут там писать «сама виновата, ты не любишь там свою дочь, там еще что-то. Ты должна», как я помню, писали, приехать там на пороге спать у этого дома, у двери, где живет Ия. Вы должны понимать, что здесь все по-другому, как бы это ни было печально. И что то, о чем вы говорите, что я должна где-то там лежать, сидеть под дверью, я просто должна вам рассказать, поймете вы, не поймете, это, как говорится, уже дело десятое. Кто хочет, как говорится, тот поймет. Что у египтян есть такая черта, я бы сказала, не манера, не привычка, а именно черта. То есть делать вид, как будто они не замечают. То есть ты будешь нервничать, переживать, дергаться, биться в истерике. А люди будут делать вид, как будто ничего не происходит. И молчать это больно. Это больно. Я это ощущала на себе все 11 лет, что жила со своим мужем, поэтому я знаю, о чем говорю. Другое дело, это моя мама. То есть она соприкасалась, конечно, с египтянами, она с ними соприкасается на работе. Она какой-то период времени жила со своим мужем, но она все равно не
никогда близко с этим не вникала в это, насколько это близко и глубоко вникла я. Поэтому для моей мамы, конечно, как человека в возрасте, это нонсенс, то, что произошло. И на самом деле мне от этого очень неприятно. Это просто делает вид, как будто они ничего не видят, у них ничего не происходит. То же самое, что многие говорят, когда мы по видео общаемся с Ей. Вот Ей такая воспитанная, Малик такая вот невоспитанная. Я хочу сказать, что дело не в воспитанности, а дело вот в этом безразличии. Напускное оно не напускное безразличие, это на самом деле безразличие. Вот, подожди, давай туда, там вода, давай там пройдем. Это на самом деле безразличие, то, что я хочу сказать. Пишите, что хотите. Мне на самом деле плевать, это мои отношения с моей дочерью и с этой родней. Мне все равно, как говорится. Если кто-то думает, что я не переживаю, то я переживаю, я живу с этим каждый день. И, как я уже не раз говорила, мне уже сейчас гораздо проще, уже прошло много лет. И я уже к этому ощущению, к этой боли я к ней просто привыкла. Вот. Поэтому, если я что-то не говорю, это не значит, что я не переживаю. Я живу с этим. Просыпаюсь, засыпаю, живу с этим каждый день. Чтобы вы понимали. Вот. Не знаю, как вам донести вот эту ситуацию. Вы расстелитесь и будете, понимаете, положите себя на, как бы сказать, на амбразуру вот этих отношений, а люди будут делать вид, как будто ничего не происходит. То есть, понимаете, вы будете, я вам просто говорю, вы будете переживать, вы будете биться, вы будете пытаться достучаться до этих людей. Они сделают вид, что они вас услышали. Вы уйдете, они все забудут. Говорю опять, еще раз повторяюсь, разница между нами, что мы пропускаем все через сердце. Они не пропускают через сердце ничто. Вот. Поэтому вот такая ситуация, вот это я хотела рассказать. Мне на самом деле, как сказать, я понимаю, какие будут комментарии на эту тему. Вот поэтому отдаю себе полностью, как говорится, отчет. Поэтому многие там пишут, она бросила дочку с Магдой, она там бросила. Я никого не бросала. Понятно? В 11 месяцев я вышла на работу, потому что мой муж, так называемый, не мог заработать достаточное количество денег. И я думала, что я могу чем-то, каким-то образом поправить ситуацию. Но так как изначально это была маслаха, то есть использование, они именно рассчитывали, что будут деньги с моей семьи, либо я каким-то образом заработаю. Поэтому блага в этом никакого не было за 11 лет. И быть не должно. И не было. И, конечно, именно из-за того, что это было использование. Когда человек вкладывает в отношения, в семью свою душу и свое сердце, он обязательно от этого будет результат. Рано или поздно от этого будет результат. Когда идет использование, человек не пропускает ничего через душу, а человек просто пытается использовать и врет. И на самом деле для меня это уже не так важно. Вот, потому что я это все пережила на своем опыте. Когда жила со своим мужем, когда он забирал ее, когда он ее привозил, когда хотел. Вот эти все настройки, накачивания и со стороны его семьи, такие полномерные из года в год. Поэтому ситуация не могла поменяться, я просто хочу сказать, именно из-за того, что я жила с ним. Что бы там ни было, какие ситуации не возникали, он всегда преподносил так, что виновата во всем я. Вот. Даже в глазах старшей дочери. Даже когда были такие случаи, что дочь говорила мне плохие слова, еще будучи в маленьком возрасте, и я говорила ему, как бы, что это такое, как бы поговори с ней. Он
всегда говорила, это ты сама виновата. То есть вот эта настройка и вот эти плохие слова, вот это все, это было уже с давних пор. Я не жалуюсь. Я говорю, что, опять хочу сказать, мне никакая жалость не нужна, я просто рассказываю о своей ситуации, как о определенном примере. Плохой, хороший пример, это не мне решать. Я рассказываю о ситуации. Никакой жалости мне не нужно. И как бы я рассказываю все не из-за того, чтобы меня кто-то пожалел или еще что-то. Я рассказываю просто о своей ситуации. На сегодня все. Всем пока. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong.